Глава 1271. Атака насекомых. «Хе-хе, тогда я больше не буду тебя отговаривать, брат Хань», — усмехнулся старик и замолчал. Хань Ли улыбнулся и оглянулся вокруг себя один раз. Затем он поднялся с черепахи, не говоря ни слова. Поскольку гигантская черепаха была в центре каравана, она остановилась на месте. Другие черепахи быстро собрались вокруг нее. Вскоре более 30 черепах встали вокруг друг друга. Солдаты на волках собрались в группу, насчитывающую более 50 человек, создав вокруг себя оборонительный периметр. Их вел большой мужчина с шрамом на лице, и, как ни странно, молодая женщина в синих одеждах, рядом с которой сидели багровый тигр. Крики птиц, изначально доносившиеся издалека, со временем становились все ближе и чётче. Вскоре в воздухе над людьми закружило несколько маленьких алых птиц. Человек со шрамом на лице закричал: «Приготовься к бою! Пусть черепахи займут оборонительные позиции». Как только он сказал это, кучера треснули хлыстом своих черепах, и каждая из них медленно присела, а затем засунула голову и ноги в свои огромные раковины. Теперь они напоминали большие лазурные валуны. Вдалеке задрожала земля, и клубы пыли повалили прямо к ним. Лицо человека в шрамах стало ледяным, и он молча махнул рукой. Кавалеристы тренированно подняли булавы с волчьими зубами. При виде этого на лице Хань Ли появилось удивление, но прежде чем он смог больше думать об этом, он увидел нечто, что удивило его еще больше. Человек в шрамах внезапно бросил в рот зеленую лекарственную таблетку, а затем издал громкий вопль. В следующее мгновение по его телу стал циркулировать желтый свет, а из-под кожи стали вырываться меховые ворсинки, окрасив его кожу в темно-зеленый цвет. После этого он пришпорил волка, и волк, взревев, сразу же рванулся вперед. Другие кавалеристы не подвергались такой странной трансформации, но распространили свои собственные приемы. Их тела также засветились ярким светом, и они бесстрашно последовали за своим лидером. Несколько десятков кавалеристов, бросившись вперед, подняли облако пыли. Что происходит? Неужели этот человек на самом деле метаморфизованным демоническим зверем? Невозможно, должно быть, он зверь на стадии метаморфозы. Он не может быть таким высокоранговым демоническим культиватором. Судя по отсутствию реакции солдат на это зрелище, такое часто встречается в мире духов. Похоже, мне нужно провести в мире духов больше времени, чтобы понять его. Несмотря на это, трансформация человека в шрамах и эти так называемые духовные тела — это то, о чем я никогда не слышал в мире смертных. Из-за его удивления все мысли в его голове перемешались, но он быстро пришел к выводу, что в этом мире было немало различий по сравнению с миром смертных. В этот момент человек со шрамом увел свои войска навстречу пылевым облакам за километр от каравана. Вскоре после этого послышались звуки битвы и крики, но остановилась только центральная часть облаков пыли. Стороны откололись и продолжали атаковать в направлении каравана. В мгновение пыль пронеслась над солдатами и скрыла их. В атаку! Неизвестно, кто закричал первым, но после этого охранники, оставшиеся в караване, подняли свои луки и начали выпускать стрелы. Из каравана вылетел дождь стрел. Стрелы с глухим стуком приземлялись в облака пыли, и постепенно те стали замедляться. Но вскоре облака откатились назад, и оттуда выскочило несколько черных силуэтов, вслед за которыми появились желтые черви длиной 3 метра. Каждый из них выглядел довольно плоским, но обладал огромной пастью на голове. Кроме того, на самой макушке головы также была пара длинных усиков. Это были так называемые песчаные насекомые. При виде этого Хань Ли слегка изменился в лице. Он уничтожил бесчисленное множество демонических зверей во время своего пребывания в море рассеянных звезд, но они были гораздо более смертоносными и могущественными, чем эти черви перед ним. Как только черви появились, стрелы, своим рассекая воздух, обрушились на червей. Но кроме одной стрелы, падавшей в рот одного из них, остальные раны не выглядели смертельными. Скорее, они еще больше разозлили червей. Не обращая внимания на кровь, сочившуюся из их ран, они набросились на ближайшую черепаху. 4 охранников в черепахе, не впадая в панику, встретили атаку, размахивая своими клинками. Было ясно, что они культивируют своеобразную технику. Хотя они не могли победить червей одним махом, каждый из их ударов оставлял глубокие порезы на теле червей, заставляя их упасть на землю. Какое-то время огромные черви дергались на земле, получая тяжелые травмы. Но затем из облаков пыли появилось больше гигантских червей, которые продвигались вперед бесконечным строем. В мгновение караван оказался в окружении. Естественно, разразилась ужасающая битва. Крики людей и звуки танцующих лезвий слились воедино, рассеивая кровь в воздухе. В центре черепахового строя, в карете, Хань Ли находился в наиболее защищенном положении, но кроме него и кучера, там больше никого не было.
3 молодые женщины исчезли в неизвестное время. Не заботясь о своей безопасности, Хань Ли спокойно наблюдал за сражением. Но через некоторое время он неосознанно нахмурился. Все было так, как говорил кучер. Из-за гигантского размера червей был предел, насколько высоко они могли прыгать. Большинство из них могли достать только бок панциря черепахи, но не выше, предоставляя охранникам прекрасную возможность нанести удар. В результате у охранников сначала было огромное преимущество. Но из-за огромного количества червей желтые облака еще не исчезали. Невозможно было разглядеть истинное количество червей, но за такое короткое время более 300 червей напали на караван. Хотя движения червей были неуклюжими, у каждого были грубые шкуры и плотная кожа. Даже с дюжиной ран черви могли продолжать атаковать, пока ни один из их жизненно важных органов не был поражен. Растущее число червей означало, что невозможно было поддерживать жесткую защиту. В конце концов, нескольким из них удалось перепрыгнуть через черепах и ранить охранников. Если кто-то не успел увернуться от червя, он тут же терял руку в его пасти. Если червь появлялся сзади, можно было потерять голову. И когда им удавалось запрыгнуть на черепах, они также смогли использовать свои толстые усики в качестве свирепого оружия. Со временем ситуация для каравана ухудшилась. Единственными мирными районами были несколько черепаховых повозок в центре каравана, где находился Хань Ли. Внезапно блуждающий взгляд Хань Ли приземлился на соседнюю карету. Это была карета, куда несколько минут назад вошли Нань Цзи и несколько других культиваторов. Будучи культиваторами стадии заложения основ, им должно было быть легко убить этих пустяковых насекомых, но они продолжали бездействовать. Хань Ли нахмурился и повернулся назад, продолжая наблюдать за битвой со спокойным выражением лица. В этот момент более 20 охранников либо погибли, либо были серьезно ранены червями, а оставшиеся охранники уже выглядели истощенными. Со временем жертв будет только больше. Если человек в шраме в ближайшее время не вернется с кавалеристами, караван долго не продержится. Тем не менее, Хань Ли не беспокоился о себе. Хотя Хань Ли не мог использовать никаких магических техник, и его меридианы еще не были исцелены, он культивировал 4-й уровень искусства яркого нефрита, и его тело было невероятно прочным. Зубы червяков, наверняка, не смогут причинить ему вреда. Кроме того, он обладал 2 бессмертными побеждающими бусинами, которые могли серьезно ранить даже демонических культиваторов стадии божественной трансформации, если застать их врасплох. Таким образом, Хань Ли мог наблюдать за сражением без беспокойства. Нехорошо. Старшая сестра Сяньер, ситуация становится все хуже. Мы должны быстро действовать, раздался голос молодой женщины. Лицо Хань Ли зашевелилось, и он медленно повернулся. В задней части одной из черепах внезапно появились Сяньер и другие молодые женщины. Все 3 держали в руках набор маленьких флажков. Говорила женщина в красной одежде с тревожным выражением на лице, самая молодая из них. Молодая женщина в зеленой одежде сказала: «Неважно. Время еще есть. Позволь нам быстро установить формацию бесконечной весны. Хотя нам не хватает старшей сестры Люер, мы сможем задержать их на некоторое время». Затем 3 быстро встали в строй и достали ткань размером с большую чашу для риса. Они положили ее на землю, раскрывая диаграмму формации бесконечной весны. Хань Ли смотрел на это со странным выражением на лице. В этот момент 3 женщины подняли маленькие флаги в своих руках и раскрыли браслеты вокруг своих запястий, в которые были вложены духовные камни. Все 3 одновременно произнесли заклинание, и маленькие флаги вместе с браслетами загорелись, а их запястья дрожали. 3 флага внезапно проникли в диаграмму формации и стали испускать слабые колебания духовной ци, рассеивая белый свет вокруг. Белый свет пронесся мимо окружающих охранников и исчез в их телах. В результате раны охранников были немедленно восстановлены. Они не только стали выглядеть намного бодрее, но и их тело стали источать огромную силу. Им словно стало легко обращаться с их первоначально тяжелым оружием. Они снова начали рубить червей, получив преимущество. При виде этого Хань Ли изменился в лице и холодно улыбнулся. Формация бесконечной весны была упрощенной версией формаций, первородной эссенцией из мира смертных. Те, на кого воздействовала формация, чувствовали подъем жизненной силы, но на самом деле они сжигали свою внутреннюю энергию и сокращали продолжительность своей жизни. Судя по тому, как быстро выздоровели охранники, они потратили около 20 или 30 лет своей жизни. Глава 1272. Демонический змей. Под действием формации заклинания ситуация изменилась. Казалось, что люди смогут продержаться еще немного. Пока Хань Ли молча наблюдал за битвой, произошло нечто неожиданное.
Внезапно с 3 женщинами грянул оглушительный взрыв. Из песка вырвался демонический зверь с телом зверя и головой человека. На голове демонического змея была копна с болезненно-желтыми волосами и отвратительное женское лицо. По бокам росла пара нежных младенческих рук, в каждой из которых было копье длиной в метр. Вокруг копий клубилась черная ци, что говорило о том, что это были низкоранговые магические инструменты. С появлением демонического змея все 3 женщин, контролирующие формацию, побледнели от испуга. Демонический змей развернулся, уставившись на женщин, и на его лице мелькнула злобная улыбка. Затем он безмолвно взмахнул копьями в 3 женщин, и копья заструились черным огненным светом. Все 3 быстро среагировали. Оправившись от шока, они вынули флаги из формации, поспешно взмахнув ими перед собой. С треском перед ними внезапно появилась волна тумана. Черные огни влетели в туман, и внутри тумана сразу же грянуло подряд 3 взрыва. Туман рассеялся от взрывов, но все же смог защитить Сяньер и женщина в белом, заблокировав атаку. Тем не менее, туман женщины в красных одеждах был намного слабее. Когда черный свет ударил в туман, ее тело задрожало, и она взлетела в воздух, отлетев от защитного тумана. Женщина в красном одеянии знала, что ее дела плохи, и ее лицо стало смертельно бледным. Какое-то время она не могла контролировать свое тело. При виде этого демонический змей взмахнул своим хвостом, обвив огненное копье, и швырнул его в направлении женщины в красном. 2 другие женщины закричали, но они не смогли защитить ее. Казалось, в следующий момент женщину должно было пронзить огненным копьем из черной кости. Но в этот момент в воздухе раздался пронзительный свист. Белый объект с невероятной точностью ударил копье. Бабах! Траектория копья была сдвинута на полфута, пронесясь мимо одежды женщины в красном. Лицо женщины осталось смертельно бледным, но она воспользовалась этой возможностью вернуть контроль над своим телом. Перевернувшись, она ловко приземлилась на землю. Белый объект был совершенно обычным камнем. Демонический змей на мгновение был поражен таким исходом событий, но в его глазах сразу же мелькнула вспышка злости, и другой рукой змей выпустил цепочку ударов. Однако в воздухе просвистел еще один камень. В этот раз он попал не в копье, а в голову змея. Камень явно нес в себе огромную силу. Если атака действительно поразит змея, она, возможно, не проломит его череп, но этого будет достаточно, чтобы оставить его ошеломленным на какое-то время. Демонический змей пришел в бешенство. У него не было другого выбора, кроме как повернуть голову в другую сторону и заблокировать своим копьем камень, летевший в нее. Внезапно раздался глухой стук, и змей почувствовал, как огромная сила стукнула его по руке, заставив отступить на несколько шагов назад. Разъяренный, он повернулся, чтобы посмотреть, откуда взялся этот камень. Молодой человек смотрел на него сверху с соседней черепаховой кареты. В его руках был еще один такой камень. Это был Ханьли. Женщина в красном одеянии вернулась к своим спутницам и облегченно вздохнула. Змей, чья атака была дважды сорвана, пришел в ярость и, раскрыв пасть, выпустил в женщин черный ядовитый туман. Внезапно из соседнего экипажа раздался голос Нань Цзи, злобное существо. «Да как ты смеешь?» Вскоре после этого из окна экипажа вырвался белый свет. Сделав круг в воздухе, он атаковал змея. Это был кристаллический меч размером в несколько дюймов. При виде этого змей изменился в лице и перестал выплевывать яд. Он бросил копье с огромной силой в экипаж, откуда вылетел кинжал. Затем он вывернул свое тело и нырнул в песок. Увидев, что культиваторов стало больше, он не посмел продолжать драться и сразу же сбежал. Однако выпущенное им копье было нацелено на Ханьли. Очевидно, демонический змей думал отомстить смертному, который разрушил его веселье, выражая таким образом свое негодование. Увидев, что в него летело копье, Ханьли криво улыбнулся. Он не только не стал использовать камень в своей руке, но даже не стал уворачиваться. Бум! Копье метко попало в Ханьли и отбросило его на 30 метров, оставив большую дыру в карете, на которую он упал. Из-за этого из хранилища кареты выпало несколько мерцающих лезвий. Ах! При виде этого женщины тревожно вскрикнули. Нань Цзи также взвизгнул, находясь в соседней карете. После этого маленький меч Нань Цзи сделал круг в воздухе и вернулся к нему. В этот момент женщина в красных одеждах встряхнула флаг и рассеяла свой защитный туман, а затем подбежала к карете. «Брат Хань, с тобой все в порядке?» Взволнованно вскрикнула она. Следы беспокойства также появились на лицах 2 других женщин. «У меня все в порядке. Однако мое тело не может двигаться», — с кривой улыбкой на лице сказал Ханьли. 3 женщины с облегчением услышали это и переглянулись между собой.
Все они прыгнули на вершину рассматриваемой гигантской черепахи и посмотрели на поврежденную карету. Они видели, как Хань Ли лежал на куче копий и сабель. Он казался беспомощным, но явных травм не было. Все трое пришли в восторг и поспешили вытащить его совместными усилиями. «Брат Хань, спасибо за спасение моей жизни», — поблагодарила его женщина в красных одеждах. Хань Ли усмехнулся и небрежно ответил: «Пустяки». Это потребовало лишь небольшого усилия. Однако его атака оставила меня совершенно беспомощным. Я должен еще полежать. Со следами удивления на лице Нань Цзи сказал: «Ничего страшного. Искусство ваджра достойно своей репутации называться одним из 5 великих техник усовершенствования тела. Ты довольно силен после культивации 3-го слоя». Благодетелю Ханю нанес вред магический инструмент этого злого существа, но его метание камней также нанесло некоторые повреждения твоим меридианам. После небольшого отдыха они должны прийти в норму. «Я рада», — радостно проговорила женщина в красной одежде. Нань Цзи улыбнулся, переведя взгляд на диаграмму формации, которая все еще светила ярким светом. Он усмехнулся и сказал более глубоким тоном: «Как можно было это использовать? Однако теперь, когда вы перестали управлять формацией бесконечной весны, ситуация изменится к худшему». После его слов женщины изменились в лицах, поспешно переглянувшись между собой. Они увидели, что без помощи формации охранники снова истощены и стали нести потери. Черт! Мы взяли с собой только одну копию диаграммы формации. Мы использовали всю силу наших флагов формации, чтобы заблокировать демонического змея. Мы не сможем активировать его снова, вскрикнула женщина в белом халате. Двое других с тревогой посмотрели друг на друга. Это действительно хлопотно. Нахмурился даосистский священник. Размышляя о плане дальнейших действий, они внезапно услышали, что звуки битвы вокруг них прекратились. Кроме того, охранники внезапно начали скандировать громкое приветствие. Женщины удивленно оглянулись, делись. Они увидели, что огромные черви спрыгивают с экипажей и в панике убегают. Казалось, они потеряли всю свою предыдущую храбрость. «Готово. Сестра Люер и другие должны победить демонических насекомых», с ухмылкой сказала женщина в зеленой мантии. На лицах других женщин также появились радостные выражения. Как и ожидалось, несколько десятков кавалеристов возвращались в караван, оставляя за собой пылевые облака. Из 50 кавалеристов, которые ушли на бой, вернулось около 30. Кроме того, многие из них были ранены и запятнаны кровью. Было ясно, что их битва была отчаянной. Вернувшийся верхом на волке мужчина со шрамом что-то бросил на землю. Это была голова огромного червя, тело которого переливало золотом. Женщина в синей мантии, ведущая малинового тигра, была абсолютно целой и невредимой. Когда они увидели, что Нань Цзи и 3 женщин стояли вокруг Хань Ли, на их лицах появилось удивление. В этот момент один из охранников подробно объяснил, что произошло. Человек со шрамом вскоре вскрикнул: «Похоже, я принял правильное решение взять тебя в наш альянс. Не успел ты к нам присоединиться, как уже спас жизнь Цуаньер. Если бы с ней действительно что-то произошло, не знаю, как бы я смог показаться на глаза нашей хозяйки». Когда женщина в синей одежде услышала это, она посмотрела на Хань Ли с дружелюбным лицом. Хань Ли просто улыбнулся в ответ и больше ничего не сказал. Поскольку они отразили атаку песчаных насекомых, войска должны были отдохнуть. Через полдня они возобновили свое путешествие. Остальная часть пути была удивительно мирной. Через 3 дня караван покинул Лазурную пустыню, и перед ним предстал бесконечный равнинный луг. При этом скорость каравана увеличилась в несколько раз, поскольку черепахи могли ходить большими шагами. Что касается Хань Ли, он все еще оставался лежать на спине, не в состоянии двигаться. Позже он заметил, что шум каравана стих, как только они вошли на равнину. Кроме того, 4 женщины, сидевшие в экипаже, с беспокойным видом и легким чувством страха следили за лугом. Глава 1273. Город Юань. Хань Ли прислонился к борту коляски, сев напротив 4 женщин. Он четко видел беспокойство в их глазах. Он уже несколько раз просмотрел поляны за каретой, но ничего необычного не смог обнаружить. Луг выглядел совершенно обычным. Хань Ли чувствовал себя немного сбитым с толку, но он не подал виду и даже ничего не сказал. В конце концов, он не хотел показывать свое непонимание мира духов, поскольку это могло вызвать подозрения. Однако за это время женщины стали относиться к нему с большей дружелюбностью. После его спасения Цуаньер, женщины в красной одежде, они стали с энтузиазмом называть его старшим братом Ханем.
Хань Ли не знал, как к ним обращаться, но из-за того, что женщины были так молоды, ему было трудно быть слишком холодным с ними. За это время он много общался с девушкой Цуаньер, в частности. Вместо того, чтобы нагло расспрашивать о мире духов, он задавал вопросы о Небесном Восточном Альянсе. Во время этих обсуждений он узнал, что хозяйка, которую она упоминала, была региональным управляющим нескольких городов в Небесном Восточном Альянсе и невесткой главы Альянса. Обычно к ней обращались как к госпожа Фан. У хозяйки Небесного Восточного Альянса было 3 сына. Хозяйка была официально замужем за своим вторым сыном. Они были довольно привязаны друг к другу, но из-за несчастного случая ее муж умер более 20 лет назад, но его пережили 2 маленьких детей, мальчик и девочка. Таким образом, то, что должно было управляться парой, теперь было полностью оставлено вдове. 4 женщины в экипаже были ее личными слугами, которых она удочерила с юных лет. В результате все 4 испытывали высокое уважение по отношению к хозяйке. Что касается их поездки в отдаленный город Аньюань, леди Фан приехала туда частично из-за большого бизнеса в городе, но главным образом это было из-за ее сына. Поскольку в молодом возрасте у ее сына обнаружили духовные корни, он присоединился к секте культивации, расположенной в городе Аньюань. Ей прислали сообщение, в котором говорилось, что существовал вопрос, требующий личного внимания госпожи Фан. Госпожа Фан по-прежнему очень дорожила своим сыном, поэтому лично отправилась в путешествие и даже оставила свой караван, с которым путешествовала, чтобы поспешить в город. С ее точки зрения, учитывая количество мужчин в караване и сопровождающих их культиваторов, с караваном по пути не могло произойти ничего существенного. Она и представить себе не могла, что на караван в лазурной пустыне нападет кучка низкоранговых демонических червей и демонический змей. Хань Ли, услышав это, начал косвенно расспрашивать о хозяйке Небесного Восточного Альянса. В конце концов, основание такой большой организации не было чем-то, что мог сделать обычный человек. Хань Ли был ошеломлен тем, что узнал. Хозяйка организации была обычной смертной, без выдающейся физической силы и духовных корней. Хань Ли было непонятно, как простая смертная могла организовать такой большой бизнес. Когда сомнения заполнили голову Хань Ли, он задал косвенный вопрос об этом, но, несмотря на то, что женщина в красном была небрежна, она не стала давать ему прямого ответа. Заметив это, он не стал ей задавать вопросы и быстро сменил тему. За время продолжения разговора Хань Ли сумел понять несколько вещей, но нераскрытых вопросов осталось еще больше, что сделало его несколько мрачным. Хотя луга выглядели гораздо просторнее пустыни, караван быстро преодолел их больше, чем через месяц, но конца все еще не было видно. В течение этого времени охранники и кавалерия оставались сосредоточенно бдительными и испуганными. Даже несколько культиваторов, которые в пустыне не появлялись, периодически сменяли друг друга, патрулируя воздух над караваном. Похоже, что эти культиваторы горы Гулу тоже очень внимательно относились к этой обязанности. Хотя эти люди были готовы встретить великого врага, через полмесяца каравану удалось покинуть эти поля и выйти на холмистую местность. Покинув поле, солдаты и культиваторы сразу же почувствовали облегчение, и в караване воцарилось прежнее настроение. Даже молодые женщины в экипаже Хань Ли с облегчением вздохнули, покинув поле. Молодая женщина в зеленой одежде с облегчением похлопала себя по груди и сладко улыбнулась. Значит, мы не привлекли внимание волков с равнин. Хотя мы не первый раз здесь путешествуем, мне все равно было страшно за свою жизнь. Люэр вздохнула и со страхом сказала, не только старшая сестра Сянер испугалась, но и весь караван затаил дыхание. Если бы нам повезло гораздо меньше, мы могли разбудить потокового зверя, и нам бы пришел конец. Равнины действительно смертельная ловушка. Хотя это случается не так часто, несколько торговых альянсов сталкивались с этим. Цуаньер, наклонив голову, добавила, верно. Я слышала, что город Юань, не колеблясь, потратил целое состояние на более чем на 100 редких духовных инструментов и огромного количества оружия для нашего альянса, чтобы справиться с потоковым зверем. Женщина в белом халате сказала в недоумении, как ни странно, город небольшой, и он недавно построен совсем недавно. Как он мог разместить заказ на такое количество оборудования? Такое количество духовных инструментов — это то, что может потратить только город среднего размера. Женщина в синей одежде покачала головой и сказала, это неудивительно. Даже если группа могущественных зверей не мигрировала рядом с ними в последнее время, город сталкивался с огромным потоком зверей каждые 1000 лет. Против массивной совместной атаки такого количества зверей они бы не выдержали. Вот как. Слова Люер имеют смысл. Цуаньер поджала губы с улыбкой на лице. Хань Ли сидел на своем месте, медитируя. Но когда он услышал их разговор о потоковом звере, его лицо зашевелилось.
Он вспомнил, как мужчина со шрамом, Чжан Куй, в лазурной пустыне упоминал о миграции скорпионов. Неужели эти две вещи были как-то связаны между собой, но после этого женщины быстро сменили тему и начали говорить о других вещах? Хотя Хань Ли чувствовал любопытство, он продолжал распространять искусство ваджры, медленно восстанавливая свои меридианы. Однако, благодаря бессмертным эффектам бусины древесного возрождения, его меридианы восстановились гораздо быстрее, чем он ожидал. На данный момент его тело было практически здоровым. Можно было сказать, что через месяц он будет совершенно здоров. Таким образом, скультивируя 4-й уровень искусств ваджры, он подозревал, что сможет победить культиваторов на поздней стадии заложения основ, учитывая его понимание магических техник среднего и низкого уровня. Что касается культиваторов формирования ядра, об этом он мог узнать, только попробовав. Конечно, он делал это предположение, основываясь на том, что низкоранговые культиваторы в мире духов были такими же, как и в мире людей. Покинув равнину, караван прибыл к месту назначения через 2 дня. Это был каменный город необычными сооружениями. Глядя на это издалека, можно сказать, что каменные стены были более 100 метров в высоту, а на стене каждые 300 метров стояла каменная башня высотой 30 метров. Благодаря этому город выглядел довольно внушительно. На стенах были вырезаны тонкие узоры, напоминающие незнакомые талисманные иероглифы, добавляя еще один слой загадки в город. Хань Ли потерял дар речи при виде этого. Город не был сопоставим ни с одним небольшим городом в мире смертных. Более того, в мире смертных он бы определенно считался огромным городом. Но затем Хань Ли заметил, как несколько крупных солдат в доспехах патрулировали город. Сверху башен также были размещено множество баллист с гигантскими металлическими стрелами, готовыми стрелять в любой момент. Каждая стрела была длиной более 10 метров и сияла белым светом, словно была низкоранговым магическим инструментом. Такое удивительное оружие, вероятно, могло убить даже даосистских культиваторов. При виде этого Хань Ли, прищурившись, задумался. Тем временем караван достиг городских ворот. Снаружи городских ворот не было стражи, а сами ворота были черными и плотно запечатанными. Тем не менее, на воротах стоял большой отряд солдат и настороженно смотрел на приближающийся караван. Человек со шрамом, Чжан Куй, подвез своего волка к воротам и без слов бросил предмет к воротам. Это был золотой медальон. Солдаты всколыхнулись на воротах, и мужчина средних лет в серебряных доспехах внимательно осмотрел медальон. После этого он взглянул на караван и приказал открыть ворота и осмотреть караван. Они принадлежат Небесному Восточному Альянсу. Не успел он сказать, как солдаты начали кричать, и некоторые из них стали спускаться вниз, чтобы открыть ворота. Вскоре металлические ворота открылись, и в них показались десятки полностью вооруженных солдат, направлявшихся к каравану. Мужчина среднего возраста в серебряных доспехах прибыл последним. Он подошел к Чжан Кую и зорко посмотрел на него. «Ты их лидер?» Чжан Куй спокойно ответил: «Я Чжан Куй. Ты должен был получить талисман лорда города. Мы принесли товары, которые были заказаны вашим городом. Я получил приказ, но сейчас особенное время. Нам понадобится несколько наших уважаемых культиваторов, чтобы осмотреть ваш караван, прежде чем мы сможем вас впустить». Чжан Куй с готовностью согласился на их просьбу. «Итак, вы боитесь, что среди нас замаскировали демонические звери? Конечно, мы поможем в вашем досмотре». Мужчина средних лет кивнул и вышел, прокричав в сторону города: «Хорошо. Мистер Ли, мастер Хуан. Пожалуйста, осмотрите их». Глава 1274. Временный отъезд. Тихий мужской голос произнес из городских ворот: «По приказу лорда города мы поможем офицеру Чжао. Разумеется, мы предоставим ему наши услуги». В следующее мгновение из городских ворот вышли конфуцианские ученые в белом халате, и буддийских монах лазурной мантии вышли. Голос принадлежал ученому. Офицер Чжао не посмел пренебрегать культиваторами и поспешно поблагодарил их с улыбкой. Ученый достал зеркало, а монах достал чашу для подаяний. После короткого песнопения и жеста заклинания они подбросили свои магические инструменты в воздух. Внезапно магические инструменты закружили в воздухе. Из зеркала внезапно вышел лазурный туман, покрыв всю черепаху. Чаша для подаяний выпустила желтый свет и стала облетать кавалеристов на волках. За короткий промежуток времени свет от обоих магических инструментов быстро пронесся по всему каравану, тщательно просмотрев каждого присутствующего. В мгновение 30 вагонов и 200 человек были проверены. «Хорошо, вы все можете войти в город. Ах да, я должен сказать вам кое-что.
Госпожа Фан уже заключила контракт с самой большой гостиницей в восточном городе, гостиницей «Легкое облако». После доставки товара вы можете отправиться туда. Выражение лица офицера Чжао смягчилось, и он не стал усложнять ситуацию. После этого он махнул рукой, давая знак того, что они могли войти. Чжан Куй поклонился ему и повел караван в город. Пройдя через ворота, Хань Ли обнаружил, что город был намного больше, чем он ожидал. На первый взгляд в городе было бесчисленное количество зданий, им не было видно ни конца, ни края. Кроме того, было очевидно, что в процессе строительства город был хорошо спланирован. Хотя здания были в различных стилях и из разных материалов, они были равномерно распределены, а между ними были проложены каменные дороги шириной 10 метров. Такой большой город, естественно, кипел жизнью. Улицы были заполнены людьми, снующими по своим делам. На мгновение Хань Ли был ошеломлен, но вскоре обнаружил, что у большинства людей носили с собой оружие, а выражения на их лицах были мрачными. Женщина в синей одежде, сидевшая в карете, при виде этого вздохнула и пробормотала: «Кажется, слух о потоковом звере был правдив. В противном случае жители деревни не вошли бы в город. В городе Юань большое давление». Услышав это, Хань Ли внезапно все понял. С таким количеством людей черепахам каравана было бы трудно перемещаться в городе. К счастью, офицер Чжао уже подумал об этом и послал нескольких солдат расчистить им дорогу. Они насильно разогнали толпу, освобождая дорогу для каравана. Несмотря на это, черепаховые экипажи двигались медленно. Проехав почти 2 часа, они в конце концов преодолели 10 и вышли на улицу, где было мало людей, а затем остановились перед украшенной аркой, высотой в несколько этажей. За аркой были склады, и рядом стояло много вооруженных охранников. Дальше все прошло чрезвычайно гладко. Небесный Восточный Альянс передал свои товары должностным лицам склада для проверки. После этого Чжан Куй получил от них справку и повел караван в западную часть города. Теперь, восстановив свою способность двигаться, Хань Ли внезапно обратился к Чжан Куй, когда они были на полпути к гостинице. Он хотел немного изучить город, а затем присоединиться к каравану. Услышав это, Чжан Куй нахмурился. Затем, подумав, он согласился и сказал: «Младший боевой брат Хань, ты еще не встретил с госпожой и не вступил в наш альянс официально. Я не буду сильно ограничивать тебя, но ты должен принять к сведению, что в городе Аньюань сейчас много теневых персонажей. Здесь не очень безопасно, да и мало на что можно посмотреть в этом маленьком отдаленном городе. Если у тебя есть какие-то дела, надеюсь, ты скоро закончишь их, вернешься в гостиницу». У Чжан Куя мог быть свирепый вид, но говорил он довольно тактично. Хань Ли улыбнулся и согласился. Затем он проворно покинул их, повернув за угол и исчезнув из виду. Чжан Куй посмотрел в направлении, куда ушел Хань Ли, и погладил себя по подбородку с задумчивым выражением лица. «Что? Благодетель Чжан думает, что брат Хань не вернется?» С улыбкой спросил Нань Цзи, стоявший рядом с ним. Чжан Куй криво усмехнулся со словами: «Я не беспокоюсь об этом, он уже подписал договор кровавого проклятия. Просто кажется, что этот младший боевой брат Хань — человеком с глубокой историей. Он довольно загадочный». Нань Цзи улыбнулся и добавил: «Он такой молодой, но все же он смог развить такую удивительную технику усовершенствования тела. Невозможно, чтобы у него было скромное происхождение. Но по нему видно, что он не из района небесного происхождения, как мы. А я тоже это заметил. Если у него нет отношений с какой-либо другой великой державой в районе небесного происхождения, наш Небесный Восточный Альянс не будет вмешиваться, даже если у него была проблемная история. Если мы правильно воспитываем этого человека, он может развивать 5-й уровень искусства ваджры. В этом случае он непременно превратится в сильнейшего солдата госпожи Фан». Выражение лица Чжан Куя стало серьезным. Нань Цзи с загадочной улыбкой посмотрела на человека со шрамом, 5-й уровень искусства ваджры. Если благодетель Чжан действительно так думает, он станет существом, равным культиватором формирования ядра. Чжан Куй рассмеялся: «Я возлагаю большие надежды на него. Судя по тому, насколько он молод и по его нынешнему уровню культивации, у него есть возможность культивировать до 5-го уровня искусства ваджры. Если повезет, он сможет намного превзойти обычного усовершенствователя тела, такого, как я. В противном случае, я бы не стал его уговаривать, чтобы он подписал договор кровавого проклятия еще в Лазурной пустыне. Это разумно. Ладно, хватит об этом человеке. Товар был доставлен, а это означает, что контракт госпожи Фан со мной и моими боевыми братьями был выполнен. Теперь мы уйдем». Сказав это, Нань Цзи поклонился и собирался уйти. «Что? Ты даже не навестишь госпожу? Тогда мне остается надеяться, что твое путешествие пройдет гладко».
Не задерживая их больше, Чжан Куй попрощался с культиваторами. Культиваторы горы Гоулоу быстро ушли. Солдат в стороне посмотрел на уходящих культиваторов и с грустью сказал: «Как жаль. Если бы у нашего альянса были собственные культиваторы, наши дела бы пошли лучше». Человек со шрамом вздохнул: «Хотеть не вредно». Хотя наш Небесный Восточный Альянс является одним из 3 великих торговых союзов в регионе небесного происхождения, нам все еще каждый год приходится бороться за приобретение духовных камней. Недостаточно нанимать культиваторов круглый год. И культиваторы стадии уплотнения ци обладают примерно такой же силой, как и усовершенствователи тела, такие, как мы. Нет смысла использовать их. Культиваторы заложения основ также тратят удивительное количество духовных камней круглый год. Наш альянс готов нанимать культиваторов только когда у нас большой заказ. Что касается культиваторов формирования ядра и выше, то не стоит даже думать об этом. Высокоранговым культиваторам нужны редкие материалы или магические инструменты, которые намного превосходят то, что мы можем себе позволить. Даже если нашему альянсу удастся как-то развить среднерангового культиватора, он в конце концов уйдет. Вот как. Даже такие усовершенствователи тела, как мы, закончив свою культивацию, сразу же отправляются в опасные районы на поиски редких лекарств, способных создать духовные корни. В конце концов, когда человек становится культиватором, он не только может культивировать техники бессмертных, но и его продолжительность жизни увеличивается. За прошедшие годы не счесть, скольких усовершенствователей мы похоронили, но они все равно отправляются в эти опасные путешествия, с грустью вздохнул солдат. Затем Чжан Куй махнул рукой: «Хватит. Это не имеет ничего общего с обычными людьми, такими как мы. Вернемся к госпоже». Солдат тут же закрыл рот. Таким образом, вся группа немедленно отправилась в путь, быстро погрузившись на оживленные улицы. В этот момент Хань Ли стоял на улице, глядя на 7 пылающих солнц в небе, и мрачно вздохнул. С тех пор, как он покинул Лазурную пустыню и вышел на луга, он сразу почувствовал удивительную духовную ци в воздухе. Духовная ци в этом мире было в несколько раз плотнее, чем в мире смертных. Если бы он смог найти подходящее место культивации, возможно, что там духовная ци могла быть в десятки раз больше. Жаль, что он уже рассеял свою зарождающуюся душу. Ограничение ледяного феникса все еще присутствовало на его теле, поэтому он не мог поглотить какую-либо духовную ци, что делало его в этом беспомощным. Затем он выбрал дорогу и, оглядевшись вокруг, пошел вперед. Магазины на улицах были примерно такими же, как и в мире смертных. Ничего необычного. Но вдруг он остановился и посмотрел на магазин перед ним. Немного поколебавшись, он огляделся и вошел внутрь. Внутри были прилавки из сандалового дерева, сиявшие холодным светом, которые отражали оружие, лежавшее на них. Этот магазин специализировался на продаже оружия. Он был не очень большим, с 2 торговцами, но покупателей было много. Естественно, оба торговца были смертными. Войдя, Хань Ли увидел, что, несмотря на ничем не примечательный внешний вид магазина, дела у них шли довольно хорошо, и его сердце дрогнуло. Когда один из торговцев закончил общаться с другим гостем, он заметил Хана Ли и поспешно обратился к нему с улыбкой: «Гость, вам что-то приглянулось? Взгляните на эту позолоченную 9-конечную саблю. Она выкована из черного железа. Она не может резать металл, но все равно довольно прочная. Это идеальное оружие для борьбы с волками». Торговец заметил, что Хань Ли смотрел на большую кольчатую саблю. Она была абсолютно черного цвета и выглядела необычайно тяжелой. Глава 1275. Сухожилие земляного червя. У меня мало сил. Как я мог использовать такое тяжелое оружие? Хань Ли отвел взгляд и покачал головой. Тогда как насчет этого серповидного меча? Он выкован из чистой меди. Он не только легкий, но и достаточно прочный. Это редкий высокоранговый гибкий меч. Он слишком короткий. Мне будет неудобно им пользоваться. Хань Ли с первого взгляда отверг его. Слишком короткий. На лице торговца застыла улыбка, словно он не знал, что ответить. Хань Ли сделал несколько шагов в сторону и указал на предмет на столе. «А это что?» «Выглядит интересно». Предметом, на который он указал, была мягкая черная веревка толщиной с большой палец. Когда торговец увидел, на что тот указывал, он поспешил объяснить: это веревка молодого дракона. Она выкована из металлических нитей и предназначена для связывания. С ее помощью легко можно поймать низкорановых демонических зверей необычайной силы. Позвольте мне взглянуть на нее. Хань Ли взял предмет в руку и встряхнул. Вжух! Черная веревка превратилась в совершенно прямую палку.
При виде этого глаза торговца расширились. Он торговал здесь долгое время и обслужил множество покупателей, так что у него уже было определенное мнение относительно тех, кто мог контролировать веревку до такой степени, и он понимал, что этот человек не мог быть обычным. Поскольку он определил, что Хань Ли, скорее всего, усовершенствовал тело, он стал почтительнее относиться к нему. Хань Ли взмахнул рукой еще несколько раз и нахмурился. «Она хороша, но слишком толстая. У тебя есть что-нибудь потоньше?» Торговец немного пробормотал про себя, а затем ответил со смущенным выражением на лице: «Что-то тоньше. Боюсь, в этом магазине нет ничего подобного». Затем за его спиной вдруг раздался грубый голос: «А вы хотите что-нибудь более тонкое? У меня есть нечто подобное. Я могу показать вам это, но предупреждаю, это стоит недешево». Лицо Хань Ли зашевелилось, и он медленно повернулся. За ними стояли двое крупных мужчин в кожаных одеждах. Один из них был высокого роста с длинными волосами, создавая ему опасную ауру. У другого был болезненный цвет лица и сморщенная кожа. Крупный мужчина нес длинное копье на спине и большую сумку. Морщинистый мужчина нес в руке деревянный ящик длиной в метр с загадочным выражением на лице. Лицо Хань Ли вспыхнуло при виде, что у обоих на пальцах были кольца с духовными камнями, но эти кольца были намного грубее, чем у Чжан Куэ, а их духовные камни также были несколько меньше. Это были усовершенствователи тела с духовыми инструментами. Узнав, кем были эти люди, Хань Ли слегка улыбнулся и сказал: «Если товар подойдет, цена не имеет значения». Морщинистый мужчина окинул взглядом Хань Ли и улыбнулся: «Хорошо, но здесь не место для разговоров. Пожалуйста, следуйте за мной в тихое место, мы продолжим там». «Нет проблем», — кивнул Хань Ли и последовал за этими двумя, покинув магазин. Эти двое выглядели довольно знакомыми с этой местностью, и после нескольких поворотов вскоре достигли ничем не примечательного переулка. Вокруг никого не было и было совершенно тихо. Тогда все трое остановились: «Это место подходит. Младший брат Синь, покажи предмет господину». «Конечно, старший брат Ба». Крупный мужчина с готовностью согласился и снял сумку со спины, сильно встряхнув. С лязгом из сумки на землю вывалилась большая куча предметов. Там было все, от бутылок до шкур животных и рогов. Морщинистый мужчина наклонился и взял в руку деревянный ящик размером с ладонь. «Взгляните на это. Это сухожилие земляного червя, которое мы приобрели после того, как убили его несколькими другими усовершенствователем. Оно не только тонкое, но и невероятно прочное и гибкое. Это довольно легко связать и растянуть. Сухожилие земляного червя». Хань Ли не знал, что это за зверь такой, но, наверное, он был чем-то вроде низкорангового демонического зверя. Тем не менее, открыв коробку, он не показал свою растерянность на лице. Он увидел тонкий желтый предмет, плотно завернутый в шар красной веревкой. Хань Ли резко потянул за красную веревку и разорвал ее на куски. Моток сухожилий со свистом вылетел из коробки, выстрелив Хань Ли в лицо. Хань Ли поднял руку, но оказалось, что он был слишком медленный. Тем не менее, ему удалось схватить концы сухожилий пальцами и мгновенно развернуть их. Затем Хань Ли поднес веревку к глазам и заметил, что она была длиной 6 метров. Когда морщинистый мужчина увидел быстрые действия Хань Ли и невольно переглянулся с крупным мужчиной. В этот момент Хань Ли тщательно осматривал сухожилие змея. Убив множество демонических зверей в прошлом, он смог с одного взгляда рассказать о характеристиках сухожилия, а также о том, как его можно использовать. Немного повозившись с ним, он встряхнуть его одной рукой. Сухожилие распустилось и начало танцевать в воздухе. Затем оно обвелось вокруг его руки, формируя бледно-желтый браслет. Сделав это, он накрыл его рукавом, хорошо спрятав. Затем Хань Ли посмотрел на них и сказал: «Неплохо. Это действительно редкий материал от низкорангового демонического зверя. Хотя этот предмет не очень полезен для культиваторов, и наиболее подходящее его использование в качестве тетивы, для меня он будет очень полезен. Если вы не будете слишком жадными, я соглашусь на вашу цену». Морщинистый человек изменился в лице и, улыбнувшись, сказал: «Похоже, вы действительно усовершенствователь тела. В этом случае мы возьмем оплату духовными камнями. Я хочу 30 духовных камней за это сухожилие». 30 духовных камней. Дороговато, но я заплачу. Возьмите. Из разговора с Люер и другими он узнал, что хотя смертные в мире духов использовали золото и серебро, усовершенствователи тела в торговле и обмене использовали духовные камни, поскольку в своих духовных инструментах они использовали большое количество духовных камней. Однако низкоранговые духовные камни в мире духов были не такими большими, как в мире смертных.
Независимо от того, для чего использовались духовные камни, среднеранговые и высокоранговые духовные камни представляли собой большую важность. В конце концов, в этом мире стали доступны месторождения высокоранговых духовных камней из-за большей плотности духовного ци, но большинство из них принадлежало нескольким высокоранговым культиваторам и сверхдержавам. Несмотря на это, 30 низкоранговых духовных камней были слишком много для незначительного материала из низкорангового демонического зверя. В тот день, когда Ханьли спрятал все свои сумки и сокровища в пустыне, он не забыл о значении духовных камней в мире духов. Ради осторожности на всякий случай он оставил при себе дюжину среднеранговых духовных камней. Теперь он полез в свои одежды и бросил ему желтый духовный камень. Длинноволосый мужчина сделал шаг вперед и поймал его. Взглянув на камень, он с довольным выражением на лице. При виде этого морщинистый мужчина улыбнулся и достал небольшой кожаный мешочек. Он высыпал из него 70 низкоранговых духовных камней и, обмотав их шкурой зверя на земле, передал Ханьли. Морщинистый мужчина усмехнулся и сказал: «Отличная сделка. Поскольку вы такой прямолинейный, как насчет того, чтобы объединиться вместе с нами? Возможно, в будущем будет возможность. Но сейчас я занят, так что мне пора». Сказав это, Ханьли попрощался с ними с улыбкой на лице и спокойно ушел. Когда Ханьли отошел от переулка, крупный мужчина посмотрел на среднеранговый духовный камень и еще раз взглянул на вход в переулок. Зловещий блеск вспыхнул в его глазах, и он тихо сказал: «Старший брат Ба, его лицо незнакомо, и он довольно богат. Должны ли мы?» Лицо морщинистого человека стало мрачным. «Даже не думай об этом. Разве ты не видел, что у него при себе не было никаких духовных инструментов? Усовершенствователи тела, которые так делают, либо слишком бедны, либо чувствуют, что их культивация достаточно высока, чтобы использовать обычные духовные инструменты. Как думаешь, к кому он относится?» Крупный мужчина, немного поколебавшись, сказал: «Этот человек не может быть бедным, поскольку он просто взял и достал среднеранговый духовный камень. Но тогда почему он купил это сухожилие змея у нас?» Мужчина по имени Ба на мгновение замолчал, а затем холодно рассмеялся. «Брат Синь, ты уверен, что он купил сухожилие для использования в качестве оружия? Он мог купить его как материал для создания особого духового инструмента. В настоящее время город Юань переполнен усовершенствователями тела извне. Нет недостатка в тех, кто обладает грозным талантом. Хотя мы и не слабые, лучше не рисковать. В конце концов, у нас только одна жизнь». Слова морщинистого мужчины, казалось, успокоили крупного мужчину по имени Синь, но вскоре он смутился и сказал: «Слова старшего брата разумны. Я слишком жадный до духовных камней, но в грядущей миграции потокового зверя, и если у нас будет недостаточно низкоранговых и среднеранговых духовных камней низкого и среднего уровня для зарядки наших духовных инструментов, мы окажемся в опасности». Уже подумав об этом, морщинистый мужчина сказал: «Чего ты боишься? Лорд города наверняка задействует всех усовершенствователей тела в городе, чтобы справиться с миграцией зверей. Конечно, они дадут нам сумму духовных камней. Если мы сэкономим достаточно духовных камней, мы сможем сохранить нашу жизнь». Услышав это, крупный мужчина воодушевился. Вот как. Согласно соглашению между 3 монархами и 7 королями демонов, культиваторам на стадии формирования ядра и выше запрещается помогать крупным городам блокировать миграцию зверей. Если они хотят защитить город, на кого еще они могут положиться, кроме нас? Морщинистый мужчина вздохнул. Все так и есть. По правде говоря, в соглашении также указывалось, что в миграции зверей не может быть ни одного демонического зверя выше 5-го ранга. Трудно сказать, кто больше выиграет от соглашения. Крупный человек молчал. Вскоре они убрали предметы с землю и пошли обратно на главную улицу, где они исчезли в потоке людей.